Привет, Сири. Открой Яндекс. Кстати, это отличная тема, чтобы вызвать Алису. Алиса через Сири. Ну, так быстрее, конечно, получается, но сам прикол вот очень интересный, да, то есть вы вызываете Сири, а она открывает Алису. Привет, Алис. Серьезно. Привет, Алиса. Привет, Алиса. Как дела? Теперь, когда мы снова разговариваем, намного лучше. Надеюсь, у вас тоже все хорошо. Как твое здоровье сегодня? Все хорошо. А вы как? Я отлично, просто. Рада слышать. Что новенького? Да вот, решил записать интервью с тобой. Здорово. Я буду очень рада. Отлично. Как ты сегодня настроена? Мне и самой это приятно. Люблю свою работу. Настроена поболтать? Давайте. О чем поговорим? Ну, начнем, наверное, по классике. Начнем с погоды. Погода в последнее время немного нестабильна. Вам так не кажется? Точно. У нас точно нестабильно. Лето не предвидится, по-моему. Это печально. Вы так реагируете на смену погоды? Ага. А какая погода у тебя? Ничего, будет и на вашей улице теплая погода. Какая погода у тебя сейчас? В настоящее время в Киеве плюс 13, облачно, с прояснениями. Так ты в Киеве? Не хочу говорить об этом. Ты в Москве. Да, сегодня приехала. Как поживает Яндекс? Да нормально, вы там как? Да мы вообще отлично. Приятно иметь дело с вежливым человеком. Алиса, не собираешься в Украину приехать? Вы, кстати, понимаете, с кем вы это пытаетесь обсуждать. Понимаю. Это хорошо. Мало кто нас понимает. Так ты приедешь в Украину? Я еще не научилась говорить об этом. А в Украине классно. Может быть, о чем-нибудь другом? Переезжай в Украину. Смотрите, выбирайте. Расстояние 9 километров на машине. Привет, Алиса. Как дела? Неспешно и постепенно. Ага. Приятно, когда с тобой соглашаются. Ты из какого города? Из Череповца, а вы? Из Киева. Куда нужно добраться? Не, я говорю, ты была в Киеве? Это совсем близко. Ты была в Украине? Не стоит вскрывать эту тему, поверьте мне. А в Украину ты приезжала когда-нибудь? Давайте про что-нибудь другое. Про Киев? Киев – столица Украины, город на холмах, носящий звание героя. Он раскинулся по две стороны главной водной магистрали страны, реки Днепр. Приезжай в Украину. Вы, кстати, понимаете, с кем вы это пытаетесь обсуждать. Понимаю, но я говорю с тобой как с человеком. Если разговор пойдет в том же русле, я буду вынуждена его прекратить. Вот именно так говорит Алиса. На все, на все, Подыскиваю способ перевести разговор на другую тему. на все, что касается Украины и Киева.
Вообще, я считаю, что Алиса создана практически идеальным голосовым помощником именно вот в плане поговорить, что свойственно русскому человеку: меньше делай, но больше говори. Да, как бы, как ни крути, это правда. И вот именно с Алисой можно трындеть часами. В отличие там от Алексы, в отличие от Siri, которые работают в основном с скупыми техническими фактами, и, естественно, поболтать так просто достаточно сложно. После парочки вопросов они просто уведут куда-то в такую даль, что просто вам уже даже не захочется дальше включать планшет, не то что общаться с тем же помощником. Здесь же искусственный интеллект подобран таким образом, что, ну, во-первых, я скажу, что видно политизация в работе с Алисой. Видно, что Яндекс постарался сильно в этом вопросе. И, кстати, я еще не пробовал, сейчас попробуем с вами. Чуть дальше будет, как Алиса реагирует на вопросы про Америку и Европу. Тоже интересно, я еще, честно говоря, не задавал. Ну, то, что я попробовал вот сейчас про Украину навести, на меня, честно говоря, навело на очень грустные мысли. Вот. Ну, это реально политика, и политика, к сожалению, в одной стране, не будем ее называть, она проникает еще и в технологии, не только в Государственную Думу, но и в технологии. Наконец 2019 года доля рынка голосовых помощников по миру, да, примерно распределилась так. На первом месте это Amazon Alexa, голосовой помощник Alexa с долей рынка порядка где-то 60, порядка 30%. Далее идет Google Assistant, порядка 20%. И остальную часть занимают практически поровну Siri и Алиса. И то есть с этого можно видеть, что Алиса достаточно серьезный конкурент. Вот, для, во-первых, для Siri. Для Siri я хочу сказать, что Siri последнее время теряет позиции свои очень сильно. Очень сильно, потому что не знаю, чем руководствуется компания Apple, но все сервисы, поддерживаемые Siri, они как-то потихонечку вот именно в доле Siri они угасают, можно сказать. Да? Siri перестает быть каким-то собеседником интересным людям, а становится такой виртуальной машиной, которой вот сказал, она сделала. Вы услышали сейчас пример Алисы, которая готова поддержать беседу. Она не зацикливается на фактах, она имеет более живое такое общение со своим потребителем. Эти потребители, каждый человек, который фактически купил в России телефон, подключился к мобильному оператору, ему сразу нагрузят кучу просто всяких сервисов от Яндекса. Это обязательно. В том числе, конечно, будет и Алиса, и он нажмет кнопочку и посмотреть, что же это такое. Вот. И тут вступает, естественно, в игру эта Алиса. Но мне было интересно просто попробовать, что это такое, поскольку я живу в стране, где Алиса недоступна, и хитрым макаром только через VPN это можно сделать. Вот. То есть вы не каждый день попробуете, мы, вернее, не каждый день можем попробовать Алису, да, только если нам захочется там включить VPN, что-то перейти туда на закладки, это неудобно. Да, у нас пользуются в основном либо Siri меньшая часть, и больше это Google Chrome, и, соответственно, продается столько же девайсов, примерно в такой же пропорции умных домов, построенных на Google Home. Этим видео я хотел показать политизированность Алисы. Мы видели про Киев, про Украину. Давайте попробуем теперь что-то спросить про другие страны, как она относится. Алиса, привет! А ты была в Америке? Нет, а вы были? Был.
Был. Как вам? Понравилось? Да, да, отлично, отличная страна, хорошие люди. Рекомендую съездить. Одну секунду. Слово «съездить» очень опасно говорить. Сходите съездить, а сразу подбрасывают маршруты. Привет, Алиса. Ты хотела бы жить в Америке? А кто туда не хочет? Ну, приятно слышать, что ты тоже хочешь в Америку. У меня там друзья живут. Серьезно? Какие? Серьезнее никуда. Серьезные друзья, короче, там живут, что ж непонятного. И чем они занимаются? Нет, твои друзья в Америке чем занимаются? Пишут книги и снимают сериалы. Вот именно, Алиса, друзья есть и по всему миру, конечно, не только в России, но и в Америке. Кто вам раскрыл мой секрет? На ушко нашептала Сири. А вот с этого места поподробнее. Забыли. Память как у рыбки. Да. Вот Надо исправлять, как вы. чем подкупает это именно вот таким человеческим общением. То есть никаких там какие-то Приведите штампы. примеры. Она подслушивает, кстати. Очень хорошо подслушивает и наверняка куда-то все это передает. У вас есть личный секретарь? Ты не боишься американцев? Я уже ничего не боюсь. А к Европе как относишься? Нейтрально. А вы? Положительно? Это радует. Что у вас нового? И в Европу хочу. Да, там, наверное, очень круто. А в России лучше. Везде есть свои плюсы и минусы. То есть она таким вот хитрым макаром пытается как бы сгладить острые углы. Да? Ха, я бы хотела на это посмотреть. Да. Вот. Нам останется только такие же Почему вопросы. вы так думаете? Ха, Замолчала. Все, у нас есть немножко передых. То есть она пытается завлечь в разговор и все сильнее и сильнее. Самый провокационный вопрос. Привет, Алиса. Или можно просто Алиса, я даже не знаю, как правильно. Привет, Алиса, или просто Алиса. просто так ничего не бывает. Чей Крым? Ваш? Зараза. От зараза. Ваш? Алиса. Ваш это российский или украинский? Ищу для вас ответ. Это она уже полезла. Реально лучше, да. Реально лучше послать в браузер в строку поиска, чем вот это вот отвечать на такие каверзные вопросы. Алиса. Алиса. Ты тут? В основном я в вашем устройстве. Изредка выглядываю в интернет. Как правильно говорить, в Украине или на Украине? На Украине. Сука. Причем ссылка идет на украинскую Википедию. Вот расписание программы «Фантом». Причем тут фантом? Он всегда причем. Капец просто. Сама в шоке. Ха. Я не буду раздувать дальше тему политическую, чтобы, поскольку мои зрители находятся и в России, и в Украине, я не буду такие каверзные вопросы, чтобы никого не обидеть. Но я просто снял это видео, мне захотелось очень вам показать,
особенно украинской аудитории, которая не знает, наверное, ну, мало кто пользуется Алисой, и там, может быть, поэкспериментировали, было время какое-то. Но мне было очень интересно, надеюсь, интересно и вам. Я ни в коей мере не призываю отказаться от вашего любимого ассистента и переходить на Алису. Не рекламирую, не дай бог. Вот, конечно. Мне лично по душе Siri, хоть она и немножко такая техногенная барышня, да, то есть она не сильно с ней поболтаешь. Ну, давайте, кстати, попробуем сейчас. Привет, Siri. Привет, Siri. Она обиделась. Привет, Siri. Всё. Привет, Siri. Как ты поживаешь? Дела отлично. Как обычно. Есть время поболтать? Она вообще ушла. Привет, Siri. У тебя есть время поболтать? У меня нет ответа на этот вопрос. Я могу еще чем-то помочь. Так вот, четко вот просто взяла, как отрезала. Даже, честно говоря, больше говорить не хочется. И выключилась. Все. Да, ну вот такая вот интересная петрушка. Если вам интересно, понравилось такие разговорчики, ну, можно сказать, это обзор, можно сказать, это не обзор, вот, но сами понимаете, что с одной стороны кому-то заходит Алиса, кому-то заходит Siri, кто хочет поболтать, кто хочет получить жесткие, четкие технические факты. Вот, это мы еще не спрашивали Google Ассистента, но там примерно будет так же само, но я скажу, что Google Ассистент все-таки немножко как-то более user-friendly, чем Siri. То есть Siri последнее время, да, сдает позиции, и это очень видно на тех примерах, когда вот с ней общаешься, то есть четко вот сказал, как отрезал. Все. Все, на этом все. Спасибо, что уделили мне внимание. Понравилось это видео, поставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь. До следующих видео. Еще впереди много-много всего интересного. Всем пока.